Страна, в которой прошлое и будущее встретились и решили не спорить. Здесь можно гулять по оживленным улицам с небоскребами и неоновыми вывесками, а через пару шагов медитировать в тишине храма посреди мегаполиса. Здесь есть места, которые заставляют плакать, иногда от умиления, а иногда от мыслей, которые появляются во время их посещения. Мы в Японии, в стране контрастов, восходящего солнца и исполнения одной моей давней детской мечты. Сегодня я покажу вам Японию такой, какой она открылась для меня. Шумной, трогательной, вкусной и до невозможности очаровательной. Посмотрим две столицы, нынешнюю и прошлую, такие разные, Токио и Киото. Вы на канале American Book? Лунная призма, дай мне сил не потеряться в этих мегаполисах. У каждого из нас есть своя картинка о стране мечты. Из видео, книг или даже чата с нейросетью. У меня она тоже была. Но спойлер, Япония оказалась совсем другой. Она совершенно не совпала с реальностью. Хочу с вами честно поделиться впечатлениями, без всяких прикрас. И если вы были в Японии, то обязательно пишите в комментариях, совпало или нет. Мы прилетели в Токио из Сиэтла и сразу оказались в будущем. Я сейчас говорю не про мир безумных технологий, а про смену часовых поясов. Живя в Сиэтле, я провожаю день одной из последних на этой планете, а полет в Японию проходит через границу разрыва дней, и ты в прямом смысле пропускаешь день. Мы вылетели из Сиэтла в понедельник днем, и спустя 10 часов оказались в Токио уже во вторник вечером, а один день просто исчез. Приземлились мы в Токио, столице страны. Чтобы добраться до отеля, мы воспользовались самым бюджетным вариантом – поездкой на метро. Заодно сразу окунулись в местную атмосферу и ритм. Честно, я этого боялась больше всего. Перед глазами крутились видео, где специально обученные люди в белых перчатках буквально вталкивают пассажиров в вагоны, как чемоданы. Я боялась давки, боялась, что потеряю ребенка в этом потоке людей. В общем, зря я все это делала. Все оказалось на удивление организованным. Очереди к вагонам, сотрудники на платформах следят за порядком. После нью-йоркского метро это просто рай. Никакого крика, ни одного подозрительного персонажа и почти стерильная чистота. Хотя про чистоту я еще расскажу. С одной стороны это восторг, а с другой стороны неожиданные неудобства. Но об этом чуть попозже. Одно из самых разумных решений, которые мы приняли сразу по прилету, это купить карту Сюика. Это такая волшебная карточка, которая работает почти везде. В метро, в магазинах, в автоматах с напитками, даже в тех, что стоят в переулках. Пополняется она легко, через автоматы прямо на станциях. Но тут есть один нюанс. В аэропорту мы оплатили покупку картой, а вот дальше в городе пополнение принималось только наличными. В общем, совет: снимите наличные в банкомате в аэропорту или прямо на станции, особенно если вы планируете поехать в Киото. Там без кэша никуда. И да, не бойтесь токийского метро. Оно удобное, чистое, тихое и очень логичное. Просто внимательно смотрите на линии, номера платформ. Их здесь, как в суши-меню, много и не сразу все понятно. Мы прилетели в Токио поздним вечером. Остановились прямо в самом центре города, на той самой улице, где жизнь не замирает ни на секунду. Здесь находится легендарный перекресток, тот самый, где каждый день проходят миллионы людей. Мы пересекали его несколько раз, влившись в человеческий поток, а потом наблюдали за ним сверху из нашей маленькой секретной локации на втором этаже Старбакса. Здесь, глядя на перекресток, ловишь странное ощущение, как будто смотришь на ритм жизни самого Токио. Так, ребята, привет! Мы пришли посмотреть на перекресток немножко с высоты второго этажа. Вот вам бесплатный рецепт. Вы можете позавтракать, например, в Старбаксе. Именно утро. Вот мы здесь в 7:30 утра, потому что днем здесь толкучка нереальная. И здесь можно посмотреть на вид, на перекресток живой. Все движется, все течет, все куда-то спешат. И в этом хаосе идеальный порядок. Кстати, хочу отметить порядок в Японии. И это то, что меня поразило до глубины души.
чистота. Улицы Токио настолько чистые, что иногда кажется, будто ты находишься на съемочной площадке, где каждый метр протерли перед кадром. И при этом урн почти нет, но мусора тоже. Люди просто несут свои отходы с собой, пока не найдут место, где можно выбросить. Так что если планируете взять кофе, учтите, с пустым стаканчиком придется немного прогуляться. Так, ребята, сразу обзор. Супер тайни, маленькая комнатка. Так, у нас есть чайник, 2 стаканчика, есть я. Как тут тесно. Во-вторых, на что обращаешь внимание, это туалеты. Да, я серьезно. В Японии это отдельная культурная глава. Угадайте страну по тому, как выглядит общественный туалет. И даже здесь есть... Та-дам! У нас здесь музыкальное сопровождение, фотограф-поп, если хотите, можете его помнить. Сейчас хочу рассказать немного о сложностях, с которыми мы столкнулись. Из-за смены часовых поясов нас накрыл мощный джетлаг. В первый день мы проснулись в 4 утра, во второй в 5 и столкнулись с неожиданностью. В Токио утром почти негде позавтракать. Даже Starbucks открывается только в 7 утра, а локальные кафе и вовсе в 9, 10, а то и позже. Поэтому в первые дни мы спасались именно Starbucks. Меню японского отличается от американского. Все с зеленым оттенком: матча, зеленый чай, японские десерты. Экспириенс неожиданный, но интересный. А вообще, честно говоря, в какой-то момент я начала думать, что Токио – это такой город для сов, а не для жаворонков. Пока мы в 6 утра блуждали в поисках завтрака, город только-только начинал просыпаться. Если хотите прогуляться в тишине, вы знаете, что делать. А потом мы нашли настоящее утреннее сокровище – пекарню 365 с божественными булочками. Это не кафе, где можно посидеть с комфортом, там есть всего пару лавочек перед входом без столов, но сама выпечка была там невероятная. Только запаситесь переводчиком с японского, английского в названиях вы не увидите. Вообще переводчик часто нас выручал во время этой поездки, поэтому очень рекомендую загрузить именно офлайн-версию себе на телефон. А теперь давайте поговорим о деньгах. В целом цены приятно удивляют. Например, если в районе Сиэтла тарелка рамена стоит около $15, то в Токио или Киото всего 7-9. И знаете, что еще порадовало? В Японии не принято оставлять чаевые. Вообще. Сервис на высоте, но чаевые тут могут даже обидеть. После 15-25% в США это просто подарок. А теперь давайте немного обсудим культурную программу. Мы решили подняться на Токио Тауэр, один из символов города. Эта башня была построена в 1958 году и вдохновлена Эльфовой башней. Только японская выше оригинала на 13 метров. Когда-то она была самым высоким зданием в Японии, пока ее не обогнала Токио Скай 3. Несмотря на то, что сейчас она уступает в высоте, виды с нее просто потрясающие. Здесь и знаменитая священная гора Фудзи, и неоднородность города, которая особенно бросается в глаза с высоты. Учтите, здесь 2 уровня, основной и верхний, и для каждого покупаются отдельные билеты. Мы были только на среднем уровне и остались довольны увиденным. Так, друзья, а сейчас мы направляемся в Императорский дворец. Императорский дворец Токио расположен на месте древнего замка Эдо. Сегодня это огромный зеленый оазис в центре мегаполиса. Мы тут встречаем периодически немножко сапку, но совсем уже немножко осталось. Но самое интересное – это не музей, это действующая резиденция императорской семьи. Здесь живет император Японии и его семья, поэтому доступ вовнутрь строго ограничен. Попасть можно только с экскурсии, которая проводится по расписанию. Мы пытались туда попасть, но, к сожалению, мест нам не хватило. Если вдруг вы не попадете вовнутрь дворца, не расстраивайтесь. Там есть восточные сады. Они открыты для свободного посещения,
И это само по себе достаточно красивое место. Конечно же, мы не могли не посетить знаменитый буддийский храм Сенсо-Джи, самый старый в Токио, построенный еще в 645 году. Он посвящен Бодхисаттве Канон, и по легенде его основали после того, как рыбаки выловили статую богини из реки. Сейчас это одно из самых посещаемых мест в Японии, и это чувствуется. Туристов очень много. Рядом оживленный рынок с сувенирами, уличной едой и традиционными сладостями. Атмосфера интересная, но довольно шумная. И по факту это скорее такое обязательная точка на маршруте, чем место для уединения. Мне лично понравился сад Шинджуку-Гион National Garden. Именно там мы застали еще цветущую сакуру. Этот сад считается одним из мест, где она отцветает позже всего. И оно себя оправдало. А то бы я совсем расстроилась по этому поводу, прилетев на цветение сакуры в Японию и не увидев ее абсолютно. А теперь немного милоты и разочарования. Мы отправились в знаменитый токийский зоопарк. И наша главная цель – найти здесь капибар и панд. Вообще, именно из-за капибары мой ребенок согласился относительно спокойно лететь в эту поездку, но капибар здесь не оказалось, их больше нет. В общем, грусть, печаль. Осталась панда. До панд просто так не добраться, здесь очередь, но пока еще не супер большая, на полчаса. Ну ладно, пойдем стоять. Причем очередь двигалась строго по секундомеру. Сотрудники контролировали поток и двигатели посетителей вдоль вольера с таймером, оставляя ровно 1 минуту на каждый сегмент вольера. Ну, честно, оно того стоило. Кто меня хорошо знает, тот поймет. Мимо панды пройти было просто невозможно. И, кстати, панд в этом зоопарке 2, и вам нужно выбрать, какой вы планируете стоять в очереди. Можете, конечно, и к 2 сходить, но время займет очень много. Я посмотрела на нее 30 минут в очереди, потом, наверное, в итоге минут 10 перед пандой, если она не сбегает, что случилось в том случае. Но все равно впечатление классное, я очень-очень рада. А еще именно в Японии, именно в Токио я исполнила свою детскую мечту. Побывала в магазине Sailor Moon. В детстве я была настоящей фанаткой, шила костюмы, придумывала новые серии, была уверена, что могу стать Сейлор Меркурий, ну или хотя бы ее подружкой. Так вот, магазин оказался небольшим, и, к сожалению, снимать там было нельзя. Внутри все выглядело не так волшебно, как в моем воображении. Куклы по $50 были не особо вау. В общем, глаз мало за что зацепился, хотя вот комиксы на японском выглядели достаточно интересно. Но я все равно ушла не с пустыми руками, взяла себе на память только маленький брелок, символ детской мечты. А вот мечта уже следующего поколения, мир покемонов и Nintendo, живет в районе парка. Это целый этаж тематических магазинов. Покемоны, Nintendo, Ghibli, Capcom, все в одном месте. Но предупреждаю, очереди там космические. Слоупока, не меня, а покемона, мы в итоге купили уже в Киото, где ажиотажа почти не было. Так что если вы или ваши дети фанаты японской поп-культуры, то сюда стоит заглянуть. Только наберитесь терпения и подготовьтесь морально к толпе. А теперь немного личного. Токио оставил у меня очень странное, двоякое впечатление, и, возможно, мое мнение об этом городе будет совсем непопулярным, без дикого восторга, как у многих. Но я хочу быть с вами честной. Когда я собиралась сюда, в голове рисовала картины из будущего. Какой-то город-супергерой, технологии на каждом шагу, неоны, роботы, голограммы, чуть ли не летающие машины, бороздящие токийские улицы. Ладно, последний пункт – шутка. Но на деле вот этой футуристичности мне как будто и не хватило. Может, я не туда смотрела, может, мы не попали в тех технологичные районы. Но центр города не оказался бесконечным лесом небоскребов, как я себе представляла. Да, высотки есть, но тут же и маленькие традиционные домики, и узкие старые улочки, и храмы, спрятанные между стеклянными фасадами. И вот это ощущение, когда прошлое и настоящее идут рядом, возможно, это и есть настоящий Токио. Такой, какой он есть, живой, неоднородный, со своим ритмом, со своим шармом, немного со своими закатками.
Как я уже упоминала, мы остановились в районе Шибуя, в небольшом отеле. И знаете, одна из первых сложностей возникла еще на этапе бронирования. Найти номер, который подойдет для двоих взрослых и ребенка, оказалось непросто. Во многих отелях есть номера с 2 кроватями. Но они настолько узкие, что про комфорт можно забыть. То есть, если в Америке, когда я бронирую отель номер с 2 кроватями, я могу спокойно спать на одной кровати с ребенком, то здесь это оказалось проблемой. В нашем случае это была отдельная комната и 2 отдельные кровати. Но выспаться как следует не получилось. И дело, как вы понимаете, даже не в джетлаге, а просто в размерах кровати. И все становится понятным, когда вспоминаешь, что Токио – это один из самых густонаселенных городов мира. В агломерации живет более 37 миллионов человек, а плотность населения около 6 тысяч человек на квадратный метр. Поэтому неудивительно, что тут все компактное. Отельные номера, кафе, даже тротуары. Если сравнивать США, например, с отелями в Калифорнии или Вашингтоне, где можно рассчитывать на простор, бассейн и зону для завтраков, в Токио все будет более минималистично. Возможно, роскошные отели здесь тоже есть, но мы ориентировались на бюджетное путешествие. Поэтому мне сразу хочется дать совет. Если вы планируете поездку в Японию с ребенком, заранее уточняйте размеры кровати и номеров. Формулировка на троих не всегда означает, что будет комфортно. Лучше смотреть реальные фото и читать отзывы. Это сэкономит вам нервы и поможет избежать разочарования. А теперь хочу поговорить о том, что меня очень тронуло. И это люди. Японцы невероятно вежливые, аккуратные, тактичные. Они кланяются в знак благодарности. И ты сам не замечаешь, как начинаешь отвечать тем же. Этот жест такой простой, но он очень искренний, сразу создает атмосферу уважения. Это чувствуется повсюду. В транспорте, в магазине, на улице. И еще один штрих, который я заметила лично. В Японии действительно наряжаются. Много стильных, ухоженных людей. Необычные образы, продуманные до мелочей. От деловых костюмов до почти дизайнерских уличных луков. Мы прилетели из Сиэтла, где удобство побеждает все. Худи, кроссовки, рюкзак, собственно, вот и весь гардероб. А тут вдруг понимаешь, ты будто не вписываешься в эту элегантную картинку. Хотя я старалась взять с собой что-то подходящее. Токио оставил после себя множество ярких впечатлений. И восторг, и удивление, и легкую усталость от ритма мегаполиса, и даже местами разочарования, будем честными. Но впереди нас ждал другой город. С совершенно другим настроением. Киото. Посмотрим, оправдаются ли наши ожидания. Из Токио до Киото мы добирались на скоростном поезде Шинкансен. Это, пожалуй, самый удобный способ быстро переместиться между 2 городами. Билеты мы покупали заранее, примерно за 1,5 месяца. Но, насколько я поняла, можно взять и ближе к поездке. Главный вывод, который я сделала, необходимо оставить достаточно времени на ориентирование на вокзале. Мы, например, долго не могли найти нужную платформу. Указателей много, но разобраться в них сразу было непросто. Так, чтобы я советовала приезжать минимум за 30 минут до отправления поезда. И поезда здесь ходят четко, как часы. Вот в какую минуту у вас по расписанию поезд, в эту минуту вы и отправитесь. На входе как раз пригодилась и транспортная карта Сюика, и QR-код с билетами. Все довольно технологично, но требует внимания. В Киото мы поселились в районе Гион, одном из самых атмосферных и известных, где до сих пор живут и работают гейши. Все, ребята, сейчас я вам покажу комнату, номер, который у нас в Киото. После Токио, если честно, это прям VIP. Во-первых, здесь есть машина, здесь есть раковина, водичка, здесь есть 3 кровати, и я наконец-то высплюсь. Отель мы бронировали через Expedia, я уже давно пользуюсь этим сервисом и в этом году стала платиновым участником программы. Благодаря этому смогла забронировать номер со скидкой, получить раннее заселение и даже небольшой комплимент – купоны на завтрак, которые включали напиток и пончик для каждого из нас. Мелочь, а приятно. А сама улица, на которой мы остановились, это сплошной калейдоскоп впечатлений. Ряды магазинов, лавки с сувенирами, кафе и совсем рядом традиционный рынок с японскими продуктами.
Именно здесь начались наши киотские приключения. Передвигались по Киото мы в основном пешком или на такси. Поскольку путешествовали с ребенком, долго гулять пешком или ждать автобуса было не всегда удобно. И, кстати, по сравнению с США, такси здесь стоит вполне разумно, особенно если учитывать комфорт и экономию времени. Одним из первых мест, куда мы отправились, был храм неподалеку от района Гион. И, честно говоря, это стало одним из самых эмоциональных моментов всей поездки. Мы сейчас поднимаемся к одному из самых, наверное, знаменитых храмов Киото, с которого открывается очень красивый вид на город. Храм оказался очень красивым и атмосферным. Мы сделали все традиционным образом. Бросили монетку, постучали в бубен, загадали желание. Но вот у меня почему-то этот бубен не зазвенел. Вначале я не придала этому значения, но потом по дороге от храма меня прям накрыло. Начались мысли, а вдруг это знак, а точно ли я знаю, чего хочу, почему не сработало. В общем, самокопание включилось на полную мощь, и вдруг слезы потекли ручьем прямо на улице. Место какое-то, возможно, заставляет задуматься о том, что ты действительно хочешь. И вы знаете, когда загадывала желание, моя штука не зазвенела, и возникла такая мысль, действительно ли я этого хочу. Есть места на нашей планете с какой-то особой энергетикой. Кто-то в это верит, кто-то нет, но я на личном опыте ощутила что-то подобное несколько раз в жизни. На горе Шаста в Калифорнии, в городе Сидона в Аризоне и здесь, в этом храме в Японии. Если у вас было что-то подобное, поделитесь об этом в комментариях. Надеюсь, я не одинока в этих ощущениях. Все, мы спускаемся, я наревелась, о боже мой. В общем, есть о чем подумать. Даже не ожидала, что подобное. Все, а мы сейчас пытаемся найти что-нибудь позавтракать. Еще раз вас предупреждаю, что берите с собой кэш. Очень многие ларечки принимают только кэш. Он вам обязательно пригодится. Давай, мама, кушай огурчик. Мне кажется, даже через микрофон чувствуются, какие они хрустящие. Вкусные. Если честно, я очень люблю такие огурчики. И они здесь чудесно. Хрустящие. Попробуйте. А ребенку понравилось. После этого мы поехали в знаменитый храм Фусими-Инари с его аллеей красных ворот Тори, уходящей в гору. Мы решили на такси добраться. Добрались до одного из самых знаковых мест Киото. И здесь располагаются сотни тори. Это такие красно-черные арки. Планируем через них пройти, подумаем о жизни, загадаем желание. Но только нужно с этим быть аккуратнее. Как же много здесь людей. Хотела поделиться впечатлениями по поводу Киото. До этого, когда читала или слышала про город, он позиционировался как город спокойствия, но на самом деле он безумно туристический. Вы смотрите, какие здесь толпы. Мне кажется, здесь тысячи людей. Этот маршрут – это целое приключение. Вначале очень много туристов, и кажется, что ты просто идешь в толпе. Но стоит немного потерпеть, и уже ближе к вершине становится все тише. А на самых верхних участках можно даже сделать фото без посторонних людей. Мы прошли весь путь до конца, даже с ребенком. И если в первом храме меня переполняли эмоции, то здесь случилось нечто противоположное.
полное внутреннее спокойствие. Голова очистилась, мысли ушли. Просто шаг за шагом, в тишине, среди красных ворот. Мы поднялись на вершину горы, на вершину холма. Сейчас в окружении этих лисичек. И я хотела поделиться впечатлениями. Идя сюда, я думала, что я буду идти, какие-то интересные умные жизненные мысли ко мне в голову будут приходить. Но все оказалось иначе. Прям обратный эффект. Ты идешь, и в голове становится пусто. Безумно непривычное ощущение. Очень рекомендую. На следующий день перед возвращением в Токио мы решили отправиться в знаменитую бамбуковую рощу. Добирались на автобусе около часа. И вот тут стоит быть готовым к тому, что людей в автобусе очень много. Он был прям переполнен. Последний раз я себя ощущала селедкой в банке, когда в университет каталась на автобусе на утренней паре. В общем, это не то, что хочется вспоминать. Итак, ребята, мы сейчас еще находимся в одном месте, с которым у меня лично ассоциируется Киото. Это знаменитый бамбуковый лес. Он не такой густой, как мне представлялось, но все равно прогуляться по нему, мне кажется, очень здорово. Трафик прямо. Оказывается, мы были в каком-то не том месте. Вот тут роща. Смотрите, ребята, сколько здесь людей, насколько это место популярно. А вот что по-настоящему удивило, это парк с обезьянами. Он находится на холме, не сильно далеко от бамбуковой рощи, и чтобы туда попасть, нужно немного подняться вверх. Зато там, наверху, настоящее приключение. Обезьяны свободно гуляют по территории, а туристы, наоборот, заходят в специальный домик, похожий на вольер, чтобы покормить животных через решетку. Получается такой забавный перевернутый зоопарк. Ты в клетке, а они на воле. Дочка была в восторге, да и нам с мужем тоже это показалось чем-то особенным. После всех храмов и прогулок это было отличное такое живое завершение нашего киотского путешествия. Мы с вами будем в отеле стирать. Очень удобно, потому что мы путешествуем с рюкзаками, и, соответственно, я брала специальные вещи, такое количество, чтобы меньше таскать. Я знала, что в Киото у нас в номере будет стиральная машина. Мы тут воспользовались Google Translate и решили, что нам нужно сделать 2 пшик-пшик, а потом засунуть туда одежду. Надеюсь, мои вещи выживут. Делаем, может, туда поближе. Делаем пыш-пыш. Потом засовываем бороду. Вот так, закрываем. Нам нужен вош. Не работает. А может быть, кнопку. Киото оставил во мне очень теплое и сложное ощущение. Это город, в котором, несмотря на толпы туристов, чувствуешь нечто настоящее, душевное. Мне он понравился больше, чем Токио, своей атмосферой, своей глубиной, умением вызывать эмоции и возможностью их отпускать. Хотя, признаюсь, я ожидала от Киото большей уединенности. Возможно, здесь всегда так много туристов, а возможно, нам просто не очень повезло, потому что мы приехали в момент цветения сакуры, и в эти дни в Осаке проходило открытие экспо.
Поездка в Японию стала для меня чем-то большим, чем просто путешествие. Это был настоящий культурный контраст, смена ритма, взгляд со стороны и на страну, и немного на себя. Токио впечатлил своей неоднородностью и ритмом, а Киото – атмосферой и эмоциональной глубиной. Два совершенно разных мира, и оба по-своему незабываемы. Япония – это место, где хочется учиться быть вежливее, внимательнее, спокойнее. Здесь тебя удивят даже не архитектура, не технологии, а люди, еда, простые жесты, уважение к деталям. И если вы еще сомневаетесь, стоит ли ехать сюда, однозначно стоит. Эта страна точно не оставит вас равнодушными. Просто не стройте лишних ожиданий, чтобы не разочаровываться. Спасибо, что были со мной в этом путешествии. Если вам понравился такой формат рассказа, не забудьте поставить лайк, подписаться и написать в комментариях, в каком городе Японии вы побывали или хотели бы побывать. И до встречи в следующих видео. Всем пока, всем добра!